Вы сделали домашнее задание? Так, вы сделали домашнее задание. Вы сделали домашнее задание? Хотите понимать оттенки смыслов и выражать их, говоря одну и ту же фразу? Тогда разрешите вам представить интонации русского языка. Поехали! Всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал о русском языке Sound Like a Russian. Сегодня мы будем говорить про интонации в русском языке. И в фокусе нашего внимания сегодня интонационная конструкция номер 4. Итак, что же представляет из себя интонация 4? Как ее сделать? Интонация, интонационная конструкция – это как аккорд. То есть она состоит из нескольких нот, из нескольких уровней, высот вашего голоса. Вот так выглядит схема интонации номер 4. Эта линия обозначает средний, комфортный для вас тон голоса. Когда вы начинаете произносить фразу с интонацией 4, вы начинаете чуть-чуть выше среднего, потом в центре интонационной конструкции ваш голос идет вниз, на ударном слоге интонационной конструкции он внизу, а затем вы поднимаетесь вашим голосом. Вот так выглядит схема интонации номер 4. Как же звучит эта интонация и когда мы ее используем? Первая и самая важная ситуация, в которой мы используем интонацию номер 4. Это ее прямой смысл, ее прямое назначение. Неполный вопрос с союзом «а». Например, я люблю шоколад, а ты? Я интересуюсь у собеседника, любит ли он шоколад так же, как я. Следите за голосом. Я люблю шоколад. Интонация номер 1. Уходим голосом вниз, плавно. А ты? А ты? Это очень короткая фраза. Ударный слог здесь «ты». Ударный гласный звук «ы». На этом ударном гласном звуке вам нужно успеть голосом пойти вниз и подняться чуть-чуть наверх. Еще один пример. Я не могу в четверг. Ну, например, пойти куда-нибудь, да, пойти в кино. Я не могу в четверг. А в пятницу? А в пятницу? Следите за интонацией. А в пятницу. Ударный слог, центр интонационной конструкции, вот, пя, пятницу. На ударном слоге пя голос уходит вниз, а потом плавно возвращается и идет вверх. А в пятницу. И получается, вы задаете короткий вопрос, который обозначает: хорошо, ты не можешь в четверг, а в пятницу ты можешь? Все это можно сказать короткой фразой. А в пятницу? Посмотрите, как работают разные вопросительные интонации на одной и той же фразе. Какое значение, какую разницу они могут привносить в ваш разговор. Первый диалог. Ну, я не хочу ехать близко. Представим, что человек хочет куда-то поехать, и ему предлагают соседний город, а это неинтересно. Ну, я не хочу ехать близко. Близко это неинтересно. Собеседник ему отвечает вопросом. А далеко? Это вопрос противопоставления с союзом «а». Ты не хочешь ехать близко, хорошо. А далеко ты хочешь ехать?
А далеко. О, центр интонационной конструкции, уходим вниз, возвращаемся вверх. А далеко. Ситуация номер 2. Этим летом планирую поехать в отпуск. А далеко? Этот вопрос задан с помощью интонационной конструкции 3. Помните, я снимала о ней видео. В интонации номер 3 мы уходим голосом вверх в центре интонационной конструкции, то есть здесь. А далеко? И этот вопрос уже обозначает совершенно другое. Здесь мы спрашиваем, а куда ты поедешь в отпуск? Далеко ли ты поедешь? В какую страну или в какой город? Вопрос «а далеко?» обозначает «куда?». Посмотрите на еще одну пару примеров. Диалог номер 1. Я не буду говорить об этом без Васи. Васи нет рядом, не хочу это обсуждать. Ответный вопрос. А когда Вася приедет? А когда Вася приедет, будешь об этом говорить? Угу. Вопрос, в котором содержится противопоставление с союзом «а». Неполный вопрос, да? Это вопрос, который заключает в себя только часть мысли. Другую часть мысли мы выражаем с помощью интонации номер 4. Здесь центр интонационной конструкции на звуке «е», приедет, и именно здесь мы ныряем вниз и потом поднимаемся наверх голосом. А когда Вася приедет, и посмотрите, та же самая фраза, те же самые слова, тот же порядок слов, но интонационная конструкция номер 2. Как звучит эта фраза тогда? А когда Вася приедет? А когда Вася приедет? Что это значит? Это просто обычный вопрос. Мы интересуемся, когда приедет Вася. Еще одна важная функция интонации 4 – это интонация незавершенности предложения. Что такое незавершенность? Вот перед вами предложение. Здесь его начало, здесь его конец. Если я скажу вам в субботу, очевидно, что будет какое-то продолжение, да? Я интонацией показываю, что я только начала свою мысль. Это и есть незавершенность. Так вот, эту незавершенность можно выразить интонацией 4 и интонацией 3. А теперь посмотрите, как по-разному играет фраза, одна и та же фраза. Если мы выражаем незавершенность с помощью интонации 3 и интонации 4. Давайте сейчас я прочитаю эту фразу с интонацией номер 3. Помните, да, это вопросительная интонация, и голос просто будет уходить вверх, 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 и в конце должен снизиться. В конце будет в любом случае интонация номер 1, потому что здесь точка. Итак, что мы получим? В субботу, 1 октября, выпадет месячная норма осадков. В субботу, 1 октября, выпадет месячная норма осадков. Один вариант. А теперь послушайте, как звучит эта фраза, если мы выразим интонацию незавершенности с помощью конструкции номер 4. В субботу, 1 октября, выпадет месячная норма осадков. В субботу, 1 октября, выпадет месячная норма осадков. Что вы чувствуете? Можете перемотать, переслушать первый вариант и второй вариант. Но я сейчас скажу сразу правильный ответ. Интонация номер 3 тоже дает
чувство незавершенности предложения, чувство, что сейчас будет что-то еще. Но интонация 3 – это более разговорный стиль, неформальное общение. А интонация номер 4 в данном случае добавляет формальности моему высказыванию. И эта фраза, сказанная с помощью конструкции 4, звучит так, как будто бы я диктор на телевидении в передаче «Прогноз погоды на завтра». Кстати, именно интонационную конструкцию 4 очень часто используют дикторы и ведущие на телевидении, если они ведут какое-то официальное новостное шоу или прогноз погоды на официальном федеральном канале. Итак, интонацию незавершенности может давать интонационная конструкция 3 и интонационная конструкция 4. Но интонация 3 будет использоваться в повседневной речи, неофициальной речи, разговорной или просто нейтральной. А интонация 4 придает торжественности вашему высказыванию, придает официальности. А теперь давайте я прочитаю эти 3 вопроса с обычной, привычной нам интонацией номер 3. Это обычная, нейтральная, вопросительная интонация, где в центре интонационной конструкции голос уходит вверх, а потом продолжает идти на том уровне, на котором мы начали говорить эту фразу. Вы заплатили за газ? Обычный вопрос. Просто интересуемся, заплатили ли вы за газ. Вы заплатили за газ? Вы сделали домашнее задание? Вы сделали домашнее задание? Вы видите, что я занят? Вы видите, что я занят? Вот эти 2 вопроса нейтральные, абсолютно нейтральные. Здесь понимаем контекст, да, уже чувствуем какую-то нотку недовольства. И эта нотка недовольства выражается не интонационной конструкцией 3, а самим предложением. Мы сразу понимаем, что автор этого предложения не хочет, чтобы его отвлекали. Я занят, не мешайте мне. Вы видите, что я занят? Но тем не менее, это обычный вопрос. Вы видите, что я занят? А теперь давайте я прочитаю те же самые вопросы, но с интонацией номер 4. Я уже выделила центры, ударные гласные, центры интонационных конструкций. Именно на них мы пойдем голосом вниз и потом будем возвращаться вверх. Итак, послушайте и попробуйте определить, что вы там слышите, какой дополнительный оттенок вы там слышите. Вы заплатили за газ? Вы заплатили за газ? Вы заплатили за газ? Вы сделали домашнее задание? Вы сделали домашнее задание? Вы видите, что я занят? Вот это звучит особо строго, да? Все, сразу говорю правильный ответ. Интонация 4 в таких вопросах придает значение упрека, недовольства. И человек, который задает этот вопрос, как будто бы уже знает ответ на него. Например, когда я спрашиваю, вы заплатили за газ? Интонация 3. Я просто интересуюсь, я не знаю, заплатили ли вы. Если я спрошу, вы заплатили за газ? Тут, наверное, 2 варианта. Либо я очень строгий контролер, да, который уже требует, чтобы вы заплатили за газ, либо я знаю, что вы не заплатили. Именно поэтому я с такой строгой интонацией спрашиваю, вы заплатили за газ?
Тут я не только спрашиваю, я скорее требую, чтобы вы уже поскорее заплатили. Вы сделали домашнее задание? Строгий учитель спрашивает такое. Вы видите, что я занят? Одним этим вопросом я говорю: так, мужчина или женщина, вы видите, что я занят. Или в моем случае занята. Зачем вы пришли? Выйдите из аудитории. Вы видите, что я занят. Зачем вы мне мешаете? Зачем вы меня перебиваете? Итак, интонация 4 может привносить в ваш вопрос такое значение. Я задаю тебе вопрос, но я знаю на него ответ. Этим вопросом я хочу упрекнуть тебя в чем-то или отчитать тебя за что-то. Ай-яй-яй. Или я хочу потребовать от тебя что-то. В этом вопросе скрыта просьба, скрыто побуждение к действию. Вы сделали домашнее задание? Это не просто вопрос, это сигнал к тому, что нужно его делать. Давайте подведем итоги. Схема интонационной конструкции номер 4 выглядит вот таким образом. Используется по своему прямому назначению конструкция 4 в коротком, неполном вопросе с союзом «а». А ты? А далеко? А когда Вася приедет? Помните все эти примеры, да? Еще конструкция номер 4 дает нам интонацию незавершенности. Сейчас что-то будет что-то еще. Но эту же самую незавершенность может давать конструкция 3. Конструкция 3 используется в нейтральной или разговорной неофициальной речи. Конструкция 4 в данном случае придает торжественности и официальности. Если вы используете конструкцию номер 4 в вопросительных предложениях, в которых вообще-то в нейтральном контексте мы бы использовали конструкцию 3, то конструкция 4 помогает вам выразить упрек, недовольство или говорит о том, что вы уже знаете ответ на этот вопрос. А еще конструкция номер 4 в таких вопросах может побуждать к действию. А сейчас давайте проверим, как вы меня поняли. Я скажу вам одну фразу, используя интонацию номер 4, а вы попробуйте понять, какой дополнительный смысл я хочу привнести в это предложение. Вы уже поставили лайк под этим видео? На сегодня все. Друзья, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, чтобы узнать больше о русском произношении и о том, как говорить по-русски без акцента. И не только об этом. До встречи в следующих видео. Пока-пока.